Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на канал Твой Мир. Дорогие мои, прежде всего я хочу вам выразить огромную благодарность за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за вашу обратную связь. И, конечно, для меня это очень важно, очень ценно. Я просто в восторге. Я не могу передать все эмоции, когда я читаю вашу обратную связь. Для меня это, знаете, как бальзам на душу. Я очень люблю, когда вы даете обратную связь. Я вас за это благодарю. Дорогие мои, сегодня давайте посмотрим такой расклад, который будет называться «Гороскоп для знака зодиака Телец на январь месяц». Дорогие тельцы, пожалуйста, настройтесь. А мы с вами, знаете, как не будем смотреть с вами сферы, да, будем смотреть в общем положении. Посмотрим по декадам. Первую, вторую, третью декаду месяца. Тельцы, у вас какой-то месяц неспокойный. Карты прям выскакивают. Но давайте посмотрим, что вас ждет в январе месяце. Дорогие тельцы, январь месяц, первая декада. Но смотрите, дорогие тельцы, в первой декаде, знаете, такое ощущение, как будто вы сталкиваетесь с каким-то выбором. Какая-то ситуация требует от вас разрешения, да, требует сделать выбор, либо вы сами, сами у себя требуете сделать этот выбор, понимаете? Во-первых, вы как-то у вас и достаточно всего, и все есть, но вас это не радует. Вас это не радует, и вы как будто бы не этого вообще хотели. Вы только сейчас начинаете понимать, что весь ваш путь, который был пройден, да, и тот опыт, который вы уже прожили, но как-то это все не то, это вас не радует, это как будто вы жили какую-то чужую жизнь, но никак не свою. И здесь в первой декаде января вам предстоит сделать какой-то серьезный выбор. Здесь, смотрите, если девочки смотрят, да, то здесь как бы выбор будет касаться какого-то короля пентаклей. А король пентаклей это кто? Это, в принципе, человек такой очень зрелый, очень состоятельный, очень мудрый, очень такой хороший управленец. Он умеет зарабатывать деньги, он умеет заколачивать состояние. То есть это такой человек, у которого, знаете, вот он умеет делать все, да, он мастер на все руки. И вот этот какой-то выбор все-таки будет заключаться именно в сторону этого мужчины. У некоторых может быть проиграться, что, знаете, от вас этот мужчина как бы захочет какой-то страсти, захочет какой-то вовлеченности, да, то есть ваших эмоций, а вы не хотите, то есть у вас какое-то такое отстранение, и вы не хотите не давать никаких эмоций, не получать никаких эмоций. Как-то вот такой вот момент, что вы как-то глубоко в себе в этой первой декаде, понимаете? Еще такой момент, если вы все-таки мужчина, то здесь вы как бы требуете вот этого внимания, да, от какой-то второй половины, или вы оказались в какой-то ситуации выбора, когда вам нужно сделать какой-то выбор, а у вас как бы нету никакого ресурса для этого, понимаете? Либо вам надо менять кардинально свою жизнь, потому что вы понимаете, что то время, куда вы шли, все время, когда вы шли по дороге вперед, это вообще не ваша дорога оказалась. Давайте посмотрим, тельцы дорогие, что вас ждет во второй декаде месяца января. Но смотрите, вторая декада месяца, она как-то знаменуется для вас в начале каким-то даже
спокойствием, не движением, да, то есть как-то нету каких-то новых перспектив. Но здесь вы уже как будто задумываетесь о каком-то новом пути, вы уже подбираете какие-то, то есть вы выбираете, да, вы что-то выбираете, вы что-то представляете, вы о чем-то думаете, вы, возможно, с кем-то договариваетесь. Вот знаете, как будто проложить себе какой-то путь далее, да, выбрать какую-то свою дорогу. Но здесь это еще находится в такой стадии, ну не скажу, что мечты, а знаете, как в стадии какого-то плана. То есть каких-то действий здесь нет, здесь только конкретно вы выбираете какой-то путь. Вы смотрите куда-то вдаль, но еще можно даже так сказать, что не определились, куда и что хотите. Какое-то затишье, какая-то стагнация, ничего не решается, ничего не делается. И, возможно, какие-то договоренности с кем-то. Может быть, будете с кем-то договариваться, кто младше вас. Да? Вот такой момент тоже может быть. И здесь еще такой момент может быть, что вот у кого-то дети будут, да, замешаны. То есть, может быть, возможно, какой-то путь для ребенка будете выбирать. Ну, хотя вот пока в стадии вот так вот какого-то затишья. Потому что паж мечей — это все-таки такая карта, она больше детская. Или такая совсем юная, либо это может быть и, конечно, зрелый человек, но такой вот, знаете, инфантильный немножко. Вот такая вот у вас вторая декада. Давайте посмотрим, дорогие тельцы, что же ждет вас в третьей декаде месяца. Но смотрите, в третьей декаде месяца вы как-то вот так настроены уже гораздо решительнее, чем во второй. Здесь у вас, знаете, как подключаются и финансы, подключаются и чувства. И вот вы такой момент, как будто вы, знаете, поставили цель, да, вы к ней двигаетесь, причем, что вы не спрашиваете ничего совета, вы никому не прислушиваетесь. Но здесь вот тоже такой момент, всегда о нем говорю, что важно для вас слушать мнения, которые отзываются вашему сердцу. Понимаете, вот есть такой момент, когда вы отклик поймали, вот здесь прислушайтесь, не отметайте все вот этим своим «я все знаю, мне ничьи советы не нужны», потому что здесь недалеко от провала, понимаете. И тот человек, который вам советует, и вы чувствуете внутренний отклик, то есть вот здесь как раз-таки есть вот эта соломинка, за которую можно удержаться. Даже в тот момент, когда вы будете понимать, что у вас все идет по лайту, нету никаких там препятствий, все будет так, как я сказал, как я решил. Вот здесь тоже смотрите очень внимательно, потому что грань такая очень тонкая. А здесь в финансах, понимаете, вы как-то в третьей декаде будете даже думать, кому сколько дать, либо кому как оплатить, либо куда потратить деньги. Понимаете, у вас такой вот момент, когда вы будете своими деньгами распоряжаться, да, и распоряжаться в каком моменте? В моменте оплаты какой-то. То есть здесь даже не о прибыли идет дело, речь, да, а здесь идет речь о том, что вы будете делать некие платежи, да, и вы будете вот здесь в этот момент думать, размышлять, кому сколько дать. Но при всем том, здесь смотрите, вы, дорогие тельцы, даже очень не обделены в чувственной сфере. Вы здесь как-то себя проявите, знаете, такими страстными натурами, такими натурами, которые там гораздо навстречу куда-то резко рвануть. Понимаете, вот такое вот у вас внутреннее состояние, либо энергии месяца, все-таки вот вам благоволят какой-то такой вот рывок, такой красивый какой-то поступок, понимаете, вот в таком каком-то моменте. Но здесь тоже такой подсказочка, да, не разочароваться бы. И здесь, конечно, смотрите, будьте осторожны. Сказала, не разочароваться бы, и вытаскиваю королеву жезлов. Смотрите, ребята, кто женат, да, и вот здесь, если речь идет о каких-то, ну, сказать, похождениях налево, да, это о каком-то внимании со стороны, то здесь будьте аккуратны, потому что ваша королева жезлов об этом обязательно узнает. Здесь такой момент, когда
нужно прислушаться к совету этой женщины, да, и ни в коем случае не входить в какие-то конфронтации. Поэтому здесь я вас, ну, как бы оберегаю и говорю, что если кто-то думал о каких-то увеселительных мероприятиях на стороне, то здесь этого делать не надо. Вот такой расклад у меня для вас получился, дорогие тельцы. Прошу вас, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите обратную связь. А я вас обнимаю. До новых видео. Ваша Наталья.